Вы говорите миру: мир, узнай меня, пожалуйста, и мир такой: Это не проблема для нашей системы. Вот эти вещи я коллекционирую. Наша система превращает любой лист, любой список в недвижимости в конвертацию. И вы, самое главное, сэкономите время. Вы не будете ждать. И гораздо больше получится в ответ продуктивности. Вы напрягаетесь, вы делаете свою работу. Всего за $100 получите целый колл-центр. Ну, для меня это, конечно, боль. Всем привет! Коротенькое видео я записал для всех, кто по своей работе вынужден работать с массивом контактов, обзванивать, писать, коммуницировать разными способами. Я на примере работы по недвижимости в США сейчас вместе с Петей продемонстрирую вам, как всего лишь за $100 можно себе сэкономить просто бесконечное количество часов. Можно сэкономить свое время, можно сэкономить на сотруднике, можно сэкономить время для размышлений, для стратегических вещей. Вся рутина должна уйти на второй план. Именно поэтому мы сегодня запишем коротенькое видео, где Петя расскажет основные аспекты и, возможно, покажет те или иные демонстрации. Если у кого-то какие-то возникнут вопросы, пожалуйста, внизу будет ссылка. Вы все знаете, как со мной связаться, кто работает в США, Telegram, сайт и прямой телефон. Поэтому поехали. Петя, тебе слово. Да, спасибо. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я сейчас покажу вам и расскажу, как работает наша система, которая в основном сейчас работает для сферы недвижимости. Как вы знаете, в сфере недвижимости основной успех – это скорость, это автоматизация. Когда мы посчитали, сколько процессов выполняет рядовой хуселлер или флиппер в поиске недвижимости для того, чтобы самому найти список и его, так скажем, обработать, мы насчитали 35 промежуточных ручных действий, таких как зайти на определенный сайт, сформировать байбокс, скачать список в файле CSV, этот файлик превратить в Excel, отдать его звонящему колл-центру какому-то там. И не буду продолжать список. Список реально приблизительно из 35 пунктов последовательных ручных действий, которые растянуты сильно по времени, и некоторые действия, они реально сложны. Ну, такие, как вы должны обзвонить, потом помнить каждого лида, каждого фоллоуапить, пометки делать, повторные звонки делать и так дальше. Мы, в свою очередь, придумали систему, вот я сейчас на нее переключусь, которая позволяет каждому работающему в недвижимости, не то начинающий или опытный человек, который работает в данной сфере, ему, чтобы выполнить ряд действий, работая с нашей системой, понадобится гораздо меньше времени и гораздо больше получится в ответ продуктивности. О чем речь? Я зайду с конца. Вы, начав работать с данной системой, как сказал Игорь Николаевич, всего за $100 получите целый колл-центр, который вам обзванивает ваш список, классифицирует каждого лида, делает с каждым лидом follow-up, ведет его по многим цепочкам автоматизированным, таким как условно «Я сейчас занят, перезвоните вечером». Робот ему перезвонил вечером. «Я не ответил voicemail». Робот ему надиктовал сообщение, ему отправил смс: «Я тебе звонил по такому-то вопросу, хочу купить твой дом, дай знать» и так дальше. То есть все касания выполнит система полностью автоматически, заменив в этой цепочке человека. Как мы сейчас показываю процедуру, тоже все очень просто прийти к такому результату. Как это происходит? Вы либо пользуетесь, как вас учили, как вы знаете, PropStream, PropWire, PropRadar и так дальше, то есть сервисами, которые позволяют сформировать список. Либо же прямо у нас сформировать свой байбокс в таком виде, когда вы указываете условно Техас, там какой, или там, давайте, Флорида, знакомая всем, Орландо, там не буду сужать уже пока по городу условно. Выбираю там условно single family, pre-foreclosure, да, поиск. Система находит мне
какое-то количество лидов. Это я сейчас в качестве примера показываю, как это происходит вживую. Когда вы вводите какие-то критерии, вас интересует несколько, возможно, критериев мотивации. Мы подключили для данной задачи проверенного провайдера. И таким образом мы забираем данный список буквально одним нажатием кнопки. То есть мы сделали выборку, отметили список, нажали его «Отправить в работу». Что каждый из нас знает, что надо сделать списком? Надо определить его ликвидные, правильные контактные данные. То есть буквально сделать skip trace. Skip trace я сейчас отправляю, у нас, видите, есть блок поиска списка и блок skip trace, который обогащает каждый контакт контактными данными, номерами телефонов и имейлами. Пишу там pre-foreclosure, чтобы не путаться, что я pre-foreclosure. Итак, я создал лист и передаю его на skip trace. Видим, что в skip trace зашел лист, который я только что нашел, сформировал. У меня перед глазами оунеры, собственники домов, и 10 адресов, которые мне выдала система. Теперь моя задача сделать их skip trace. Система тут же в этом же окне позволяет мне привести skip trace данных контактов. Видим, как это происходит. Я нажал и получил контакты. У кого-то 2, 3, у кого-то 1. То есть всегда все skip трейсеры за каждым домом и именем могут выдать от одного и больше номеров телефонов. Часто такое происходит. Это не проблема для нашей системы, потому что мы, когда сделали skip trace, смотрите, что дальше произойдет. Я нажимаю «Отправить в маркетинговую компанию» данный список, уже который проведен по нему skip trace. У вас может быть в списке не 10, а 100, 1000 контактов, сколько угодно. Я говорю «Да, хорошо, давай передадим маркетинговой компании». И в маркетинговой компании я вижу pre-foreclosure draft, в котором у меня передались все лиды, только с учетом количества, например, видим, что некоторые имена, вот Джеймс, у него 3 номера, вот 3 лида. В каждом внутри лиде у меня есть его имя, фамилия, номер телефона и адрес недвижимости, по которой будет звонить виртуальный сотрудник. Это сейчас вымышленные номера телефонов и контактные данные просто для демонстрации. В итоге у меня список в маркетинговой компании, которая называется pre-foreclosure. Я могу в ней настроить, каким голосом будет разговаривать виртуальный сотрудник, какой конверсии он будет стремиться. То есть у меня здесь написано о том, что спроси у каждого собственника дома, готов ли он его продать и принять кэш-оффер. Также я определяю расписание, в каком режиме обзванивать данный список и обрабатывать. Даю право роботу делать фоллоуапы в виде смс-ок, а также дожимать лидов. Дожимать лидов это значит, что, как я уже говорил, лид, контакт в списке отвечает: я сейчас за рулем, мне неудобно, или мне надо посоветоваться с женой, позвоните мне завтра, я смогу дать ответ. Или я принимаю дом в наследство, и у меня юридические дела еще будут месяц длиться. Система помнит месяц о том, что надо ему через месяц написать или позвонить. Робот это запоминает и может на протяжении там месяца ему сделать 1-2 легких фоллоуапов, все ли там у тебя хорошо, помнишь, я интересуюсь твоим домом. И в итоге через месяц ему реально позвонить и договориться о том, о чем начинали говорить еще раньше. Таким образом, ни один лид из вашего списка не будет потерян, и система с каждым сделает касание. И при этом не одно касание, а то количество касаний, которое необходимо, и по всем возможным каналам связи. То есть и по номеру телефона, звонки, смски, принять входящий звонок, обработать voicemail, написать email, и при этом классифицировать каждое касание и вас, как собственника данного бизнеса, только уведомлять о том, что у вас появился из всего, так скажем, знаете, список большой,
и в нем может быть много мусора, много вещей, которые не конвертируются. Вы, если бы сами вручную это обрабатывали, то вы бы теряли много времени, фокуса своего на номера, которые не рабочие, номера, которые не отвечают, или говорят вам: откуда у тебя мой номер, зачем ты мне звонишь. Весь этот массив данных перерабатывает система и выдает вам лишь результат в виде теплых горячих лидов. Вот как я сейчас, например, покажу, это у меня драфт, покажу на примере. Каждый лид, который прошел обработку, он попадает в категорию лиц и определяется, что он у вас теплый лид, у него есть имя, адрес недвижимости, короткая сводка о нем и там номер телефона. Вы можете послушать каждый разговор, который произошел. Вы можете почитать детали лида, то есть что с ним происходило. Ага, с ним поговорили, с ним транскрипция разговора, все, что по репликам происходило. Также вы можете включить play record, послушать разговор голосом. И, понимаете, вам система сгрузила вот теплый горячий лид, уже с ним договаривайся о контракте, о покупке дома, там спрашивай следующие шаги, цифры, договаривайтесь и так дальше. Поэтому у вас уже есть возможность начинать звонить самому прямо из этой же системы и писать смс, писать имейлы. О чем это говорит? Если у вас раньше было там 5, 6, 10 инструментов, и вам надо помнить: так, с этого инструмента я шлю смс, а с этого я звоню, а тут я сохраню лиды как база данных, а там мне надо имейлы принять, проанализировать, а тут я сохранил теплых, горячих, а там я заметки, какие-то напоминания себе храню. Это все рассинхроне в разных местах с кучей вкладок, куча приложений. То мы отвечаем мы, создав программу, даем вам возможность работать в одном лишь, вот видите, одна вкладка, внутри которой есть и телефония, и робот, и ваши ручные касания, и возможность добавить сюда файл, отправить контракт, проанализировать его. Смотрите, еще есть такая штука, не сказал, виртуальный сотрудник, который у вас работает на вас, он вам доступен, как пообщаться с ним. То есть открываете робота в правом нижнем углу и к нему обращаетесь как в чате. Он знает о вашем лиде буквально все. Например, он работал с лидом условно месяц, там больше времени, много разных касаний накопилось, то вы можете просто написать сюда вопрос, любой там: а когда был последний разговор, а о чем договорились, а он давал mortgage statement условно, знаете, как надо запросить, как там состояние кредита или еще другие цифры, то на все эти вопросы вам робот ответит, зная всю коммуникацию. Вам не надо будет раскрывать каждую транскрипцию, думать об этом, искать, пытаться это все перечитать. Вы просто роботу задаете вопросы или же даете команды роботу. Например, я решил данному лиду дать оффер в виде там 300 тысяч. Вы пишете это роботу и говорите: отправь это в виде имейла. Он создаст письмо, напишет ему текст, приветствие, в контексте всей предыдущей коммуникации зайдет к нему правильно и даст ваши условия, которые вы выписали. Например, inspection период столько-то, там цена такая, сроки closing date такой-то, какие-то дополнительные условия, возможно, у вас там селлер финансирование. Вы это обсудили своим роботом, и он вам это все упакует, отправит, и лид уже получит от вас информацию, но вы при этом не создавали письмо, никак там не придумывали весь текст письма и так дальше. Это все внутри. Также, вот видите, вы прикрепляете сюда файлик с вашим оффером, это контракт. В планах, скажу наперед, забегая, мы хотим также к системе прикрепить модуль, который позволит роботу давать команду: дай кэш оффер с такими-то условиями. И контракт сам появится в виде PDF со всеми переменными и уйдет по имейлу лиду. Понимаете, как это работает? Мы знаем, что когда вы рассылаете имейлы, когда вы рассылаете смс-ки в холодную человеку, который вас не знает, никогда о вас не знал, не слышал, и вы ни с того ни с сего отправили на имейл оффер,
в виде контракта и письма «Привет, хочу купить твой дом, вот кэш-оффер», ну, люди могут увидеть это в спаме или проигнорировать, или прочитав, испугаться, что это, ну, я ни с кем ничего не вел, никакие переговоры, тут мне что-то предлагают. Мы знаем, что конверсия, ну, из личного опыта, что конверсия в таком формате подходе к касанию с рынком недвижимости очень низкий. Там порядка 4%, а то и ниже. Реально, если начинать работать следом в виде «я звоню человеку, узнаю его мотивацию, узнаю, что за этим номером стоит реально человек, который владеет данной недвижимостью, который готов бы рассмотреть цифру, которую я ему предложу», то, конечно же, если я впоследствии ему отправлю эти цифры там, в виде смс или в виде имейла, то он их точно просмотрит и точно понимает, о чем речь, почему ему это прислали и какими глазами на это смотреть и как это обдумывать. Поэтому конверсия значительно повышается. Или же вы сразу же поймете, что этот лид битый, что за этой таблицей нету реального человека, или же этот дом давным-давно продан, или там какая-то ошибка в системе, и вы, самое главное, сэкономите время. Вы не будете ждать, когда же мне ответят на смс, когда же мне ответят на почту и так далее. Вы сразу поймете, что не надо тратить на этого лида время. Вот это основная ценность. Мы экономим время для принятия управленческих решений. Дальше. По сути, коротко, наша система превращает любой лист, любой список в недвижимости в конвертацию. Полностью автоматически, шаг за шагом. И дает вам метрики о том, сколько с вашего списка реальных, сколько битых, превращает знание о списке не просто в количестве, сколько там наименований, но в качественных показателях, сколько там сказали вам да, сколько нет, сколько готовы продать, сколько думают еще, сколько на фоллоуапах по времени и так дальше. Поэтому ни один живой человек, какой бы он мотивированный ни был, не сможет достичь таких скоростей, как у нас, а это минимум 3500 звонков в день и такое же количество сопутствующих фоллоуапов, параллельные потоки. То есть вы можете загрузить список из там, 500 разведенных, 500 наследства, префоркложе, еще каких-то. Робот параллельными путями, вот маркетинговые компании, он создает несколько компаний, вы создаете несколько компаний, и каждая компания маркетинговая, она отвечает на сценарий, который будет выполняться. Какие вопросы задавать, как действовать с данным списком, и они могут отличаться между собой. Представьте, когда вы какому-то человеку скажете, вот обработай мне 3 типа или 5 типов списков. Ну как ему это все, надо мозгами переключаться, эмоционально не выгореть с каждым контактом. Ну, а повторюсь, просто писать имейлы всем подряд, ну, конверсия слишком низкая, чтобы... Да, правило, чем больше касаний с рынком, тем больше конверсий, это правда. Но касание, которое будет по очереди, по хронологии событий более логичным и более благоприятным для конверсии, то есть звонок, потом смс, потом имейл, но это и скорость сохраняется большая, и качество увеличивается значительно. Ну вот такая математика. Мне, в принципе, о системе, наверное, на данный момент достаточно сказано. Отлично, Петя. То есть, грубо говоря, если я правильно понимаю, люди, которые занимаются недвижимостью, fix and flip, хоселлеры или любые другие варианты, где нужно обзванивать, где нужно системно касаться рынка, они могут зайти в эту систему, загрузить свои данные. Конечно же, ребята, я хочу, может быть, не по теме, но тем не менее сказать. То есть, когда я узнаю, что вы занимаетесь недвижимостью и у вас нет сайта, ну, для меня это, конечно, боль, потому что, ну, вы напрягаетесь, вы делаете свою работу, вы движетесь, скажем так, в рынок, вы говорите миру, мир, узнай меня, пожалуйста, и мир такой, где ты, как ты на тебя посмотреть, и нету сайта. Поэтому, конечно же, если вы зашли уже в рынок недвижимости,
то, что вам необходимо прям обязательно. Это вам нужен сайт, и вам необходимо, конечно же, компания, то есть юридическое лицо. Это LLC, корпорация, неважно, это отдельная тема. На эти темы мы несколько десятков раз обсуждали, плюсы, минусы и так далее. Объясню для чего. Это нужно для того, чтобы вы могли полноценно использовать все ресурсы, которые предоставляет американский телемаркетинг, чтобы вы могли зарегистрироваться у национальных операторов и не спрашивать разрешения там у Васи, Пети, там, Сережи и так далее, а можно мне или помоги мне разослать там 300, 100 и так далее. А вы становились полноценным игроком на рынке телемаркетинга. Да, это немного сложновато, но если у вас есть правильно настроенный сайт, есть у вас правильно зарегистрированная компания, если вы правильно подали соответствующие заявки, у вас открывается бесконечное количество возможностей, где вы можете напрямую с другими монстрами спокойненько обрабатывать свои 100, 200, 500, 3, 5 тысяч лидов в тот или иной промежуток времени. И, конечно, если нужно вам, чтобы там наши специалисты вам помогли сделать этот сайт, вообще без вопросов, это стоит смешных денег, то есть $250 вам сделают тот сайт, в котором будет та автоматизация, которая нужна, то есть он будет соответствовать требованиям телемаркетинга. На этом сайте вы сможете всегда получать обратную связь или давать возможность, чтобы с вами связались, и там у вас будут прикручены те или иные виды автоматизации, которые в зависимости от ваших стратегий будут коммуницировать с лидами. Проблема Америки в том, что или никто не берет трубку, или 2 часа ты сидишь и ждешь, когда там с тобой свяжутся, или какую-то глупость говорят. И очень-очень редко лично общаются. Сейчас технология позволяет абсолютно нормальным человеческим голосом говорить с лидом и понимать, что он хочет, и прям схватывать на лету, даже перебивать его и говорить: да-да-да, я понимаю, о чем ты говоришь, продолжай, или же подсказывать. Ничего не упустил, Петя? Нет, я просто осознал, что на демонстрации программы я просто рассказал основные аспекты, что она делает большими блоками, но не описал детали, которые там отвечают на вопрос, что голос, который будет звонить, это человеческий голос, который звонит таким, с хорошим английским, с хорошим испанским акцентом. Давай, мы сейчас это все в записи оставим. Открой, пожалуйста, Ленин, чтобы номер продиктовать, и пусть люди не постесняются, позвонят на этот номер и попробуют потренироваться. Но лучше не полениться, зайти. А QR-код, кстати, есть вот этого лендинга? По-моему, ты делал. Пролистай. QR-код мы наложим на видео. Да, я могу и, в принципе, вам показать, на экран вывести QR-код, который вам позволит сразу же с видео отсканировать лендинг, быстренько перейти на него, ознакомиться, протестировать. Тут у тебя промокод, поэтому, наверное, этот блок мы не будем показывать. Тут у тебя промокод. Или что? Или вместе с промокодом дадим, пусть попробуют. Да, видео свежие, люди зайдут. Если параллельно кто-то зайдет, так, пожалуйста, пользуйтесь. Ладно, хорошо. Гулять так гулять. Хорошо, оставляем всем промокод, пусть он будет. То есть, грубо говоря, зайди, зарегистрируйся, получишь возможность на демо-звонок. И реально прочувствуешь. То есть тема будет демо-звонок на английском языке, ты будешь исполнять роль продавца, тебе робот будет звонить и как покупать, как твой сотрудник. И ты скажешь: да, окей, нормально и так далее. Помните, что вы уже знаете, что вам будет звонить робот. 90% людей, которым я звоню и говорю: слушай, я взял на работу американца, проверь, как у него там английский и так далее. Не говорю, что это робот. 90% не понимают, что это искусственный интеллект. И вы уже сами можете настроить в зависимости от вашей маркетинговой стратегии. Вы можете сразу ему говорить: да, я ассистент там Васи, или я искусственный интеллект ассистент Васи, или еще как-то. Это вопросы, которые вы сами оставляете за собой право принимать решения. И вот этот номер, Петя, если я правильно понимаю, 570-364-49-53, это как раз номер, в принципе, с которого вам позвонит робот, вы с которым можете пообщаться, и это будет правильно, будет знать, кто вы, как вы посмотрите, потренируетесь. Но если вообще совсем лень, то можно набрать этот номер, и он с вами поговорит просто: привет, как дела и так далее. Но лучше, конечно, через регистрацию, он тогда поймет вообще, кто, почему, по какому каналу. Это, кстати, очень важно, потому что наша система позволяет
системно ловить лиды. То есть, когда у вас сайт есть, вы точно понимаете, ага, пришло с этой рекламы, пришло с этой рекламы, пришло по этой соцсети, пришло по этой соцсети. И тогда вы четко понимаете, что работает, что не работает, куда доливать деньги, а куда не доливать деньги. Потому что просто вытащить из кармана, отовсюду нет. И именно систематизация происходит на каждом этапе. То есть мы строили систему для руководителя, для человека, который может принимать решения, куда двигаться. И ваши подчиненные – это ваши AI-помощники. И еще один маленький момент. Петя вскользь сказал мы построили систему, которая борется с затуханием лидов. Так вот, мы долго мучились по поводу этой системы. Пример, да, вы разослали смс-ки, почту, лид что-то там сказал и забыл. Не забыл, а перезвонил. Менеджер забыл, но в чем фишка? У меня система работает таким образом, что по тому или иному алгоритму, который вы зададите, робот анализирует все старые лиды или с какой-то периодичностью старения, там, за 3 недели, за 2 недели, за месяц и так далее, и он их поднимает и с ними коммуницирует. Почему? Потому что у него есть память. То есть каждый лид имеет, скажем так, историю, и эту историю робот хранит у себя в мозгах. И, соответственно, он, когда стучится заново, он не «Привет, я такая-то компания, холодный маркетинг». Нет, он видит контекст, он понимает, о чем идет речь, и простукивает его тем или иным способом. СМС-кой, звонком или же имейлом. Он уже у вас верифицированный имейл, правда? То есть вы сначала позвонили смс-ку, потом сказали, скинь мне имейл, я тебе пришлю оффер, хопа, и вы получили все, что вам надо. Сработало, не сработало, 25-й вопрос. Главное, вы решили самую главную головную боль. За этим номером, за этой смс или за этой почтой стоит живой, реальный человек, у которого реально есть тот объект, который вы хотите купить. Пусть не сегодня, пусть это произойдет завтра или произойдет послезавтра. Где-то так, в 2 словах, Питер. Что скажешь? Да, абсолютно верно. Я думаю, мы все. коротко вписались рассказать о продукте, о Пробуйте, смотрите, кайфуйте. Я это сделал, в принципе, для ребят. Вот еду в Лас-Вегас, вот это промо-акцию такую. Коль записали и вывалим ее в YouTube, пусть все попользуются. Компенсируют того, что не были в Лас-Вегасе. Правильно? Да, точно. Так, есть какие-то пожелания? Заканчиваем видео на запись. Да, я коротко скажу, что лендинг, еще раз, вы заходите на лендинг из QR-кода, нажимаете кнопку «Получить звонок от AI» прямо сейчас, он вам просит, введите ваше имя, номер телефона, подтверждаете данное действие, за пару секунд вам звонит робот, рассказывает вам о нашем продукте, отвечает на ваши вопросы, сколько стоит, как внедрить, чем будет вам полезно, какие объемы, в каком формате. Плюс-минус то, о чем я рассказывал в видео, но дополнительно вам глубже может влево-вправо рассказать все детали в данной системе. Когда вы послушаете презентацию, робот вам даже предложит поговорить с живым своим коллегой, да, который работает в сфере недвижимости. Да. Он покупает дома и предложит вам побыть в роли продающего. Тот, у кого есть дом, а вы собственник дома, и вам позвонил скупщик, который предлагает купить ваш дом, инвестор. Я рекомендую соглашаться на такое предложение. Он сразу же переключит на другого робота. Во-первых, это продемонстрирует, что такие переключения есть бесконечное количество. То есть можно настроить так, чтобы скупщик мог переключить на закрывающего. Если он чувствует, не можно, а так оно и есть. То есть если в разговоре есть реально, скажем так, квалификация, что это горячий лид, что действительно человек готов продать, то робот скажет, секунду, сейчас я тебя соединю, с нашим Big Boss. Big Boss это Вася, который именно в вашей компании закрывает. И он занимается только горячими. Вы не перегружаете его хламов. Он видит, с этого номера идет параллельный звонок, даже если он с кем-то разговаривает по телефону. Сейчас, секундочку, да, я покупаю, да, все нормально, поговорит, систематизирует и кинет оффер. То есть таких цепочек можно настроить бесконечно. И мы сейчас продемонстрировали на рынке недвижимости, потому что мы в этом уже достаточно долго работаем, занимаемся. И вообще вся эта система была построена только благодаря тому, что мы ее строим для себя, для своей команды. Мы покупаем дома, мы их перепродаем. То есть вы знаете, что основной акцент наш wholesaling.
у нас много партнеров по Америке, которым мы помогаем, скажем так, покупать и перепродавать. То есть, и мы четко понимаем, что другие сферы экономики точно так же нуждаются в таких автоматизациях. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Я знаю много ребят, у которых есть параллельные бизнесы, кто-то занимается и машинами, и недвижимостью, и маркетингом, и у него салон красоты, и цветы, и так далее, и так далее. То есть все, что касается коммуникации с рынком, это к нам. Все, что касается автоматизации коммуникации с рынком, это к нам. Мы, по крайней мере, скажем, да, да, нет, нет, не будем морочить вам голову. Петя, что-то еще добавим? Да, важно подметить, что так скажем, на рынке есть предложения разных автоматизаций, с AI и так дальше, но важно учесть то, что когда вам делают решение с таким, так скажем, внимание на вас, фокусируется на вас разработчики и под ваш бизнес уникальную связку, вот вы сейчас сказали, можно и такую идею развернуть, и бесконечное количество, то эффективных идей, конечно, есть много, и мы подстроимся под ваш бизнес и дадим вам самое лучшее решение таким образом, что мы донастроим систему максимально тонко, чтобы она отвечала вашему бизнесу, вашему сценарию. Ну вот как пример, да, у меня есть партнеры, которые на сегодняшний день развернули большие системы, там трехуровневые, и есть четко сектора для менеджеров, которые работают там по Америке, есть четко сектора для менеджеров, которые работают не в Америке, есть сектора, которые занимаются там множественными ролями, но это отдельный кейс. То есть мы сейчас говорим про простой кейс, $100, включился, поехали. Список. Да, и вопросов нет, пощупал, по крайней мере. Кстати, в чем фишка еще? Важный момент, Петя. Очень много и очень часто я вижу, когда ребята покупают какую-то CRM-ку в складчину, да, и все вместе зашли под одним логином, под одним паролем, и вот они типа там, и побежали. 15-20 человек там, что происходит? Во-первых, путаница. Во-вторых, ну, я про всех думаю хорошо, но практика показывает иногда другие вещи. То есть происходит воровство лидов. То есть все сидят вроде в одной системе, но каким-то образом, чудным образом, самые вкусные лиды пропадают из CRM-ки или не дозваниваются, или говорят, что они там ушли и так далее. Это тоже очень важный момент. Мы предлагаем и всегда настаивали на том, что ты купил систему, это твоя собственность. Ключевая составляющая – это твоя собственность, ты зарегистрировал ее на свою компанию, ты получил свои мобильные телефоны, они принадлежат только тебе, это твои домены, это твой сайт, это твоя история. Тебе надоело заниматься этим бизнесом, поставил на паузу, ушел, через год пришел, это твое. Это не то, что ты в складчину с кем-то там купил, и еще непонятно, как оно там произойдет. Мне, кстати, веселят моменты, когда есть системы, где основная материнская компания со своим доменом рассылает маркетинг, и человек, который приходит, говорит, ой, а вы мне тоже можете маркетинг разослать? Может. Человек платит деньги, типа за рассылку, за все остальное, но система рассылает с то есть с материнского домена, то есть, грубо говоря, за деньги Иванова они рекламируют Петрова. То есть он заходит, масштабируется на рынке, и все потенциальные клиенты знают именно материнскую компанию. И потом, когда до человека это доходит, у него ни желания, ни ничего не остается заниматься этим бизнесом. Мы предлагаем, это твоя собственность. С этой собственностью делай, что хочешь. И это самое важное дополнение ко всем аспектам, которые мы сегодня сказали. Петя? Да, полностью согласен. Я думаю, что теперь мы можем спокойно сказать всем пока. Аудитории, попросить подписываться, лайкать наши видео. Да, ставьте там, пожалуйста, пусть оно двигается, продвигается и так далее. Значит, все, встретимся тогда в Лас-Вегасе с 7 по 11 августа. Тёма Мила проводят мероприятия, хорошие системные ребята. Я всегда, когда у меня есть возможность, приезжаю поделиться опытом, пообщаться там, и господин Тарасов туда приезжает, будет рассказывать про хэндименство, и Дарина будет рассказывать про то, как правильно сделки закрывать и так далее. Почему я езжу на такие мероприятия? В первую очередь я еду пообщаться с ребятами и услышать вопросы.
Вопросы, вопросы и еще раз вопросы. Меня всегда интересует, как, какие сложности, на каком пути возникают и так далее. Послушать успешный успех, поверьте мне, я могу вам рассказывать бесконечно про успешный успех или дать телефоны или контакты людей, которые в интернете рассказывают про успешный успех. А вот послушать про факапы, послушать про судебные дела, которые есть и на том или ином этапе, послушать про то, где как украли лид, где как заходили плавно в сделку, а потом вышли и ай-яй-яй, где получили убытки. Вот эти вещи я коллекционирую. У меня, кстати, тоже бесконечное уже количество накопилось. И я, наверное, все-таки восстановлю. Мы с Даниилом, это очень-очень-очень хороший, талантливый молодой человек, он живет во Флориде, многие знают его. Восстановлю, наверное, зумы раз в неделю и будем... Ну, я раньше делал вообще открытые зумы. Открытая ссылка на зум, заходите все. Ну, я должен сказать, что, в принципе, все люди заходили порядочно, никто там особо не матюкался. Поэтому, если действительно посчитаете, что это нужно, необходимо, дайте знать и, ну, раз в неделю, а почему бы нет, разбирать именно сложные сделки, разбирать именно факапы. Ну, конечно, мы приправим чуть-чуть хорошими сделками, чтобы руки не опускались, но тем не менее. Петя, так, не перегнул, не переборщил запись сегодняшнюю? Нет. Ну, посмотрим отзывы наших слушателей, наших наших зрителей, подписчиков. По большому счету, мы же это SEO делаем не только для себя. Вначале делали для себя, а потом народ начал жаловаться. Так, Игорь, начинай делиться технологиями, и вот у нас вроде бы это все начало получаться. Спасибо вам всем большое. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Всем счастливо.